Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан и Баран идут на кухню, к ним подбегает Берфин. Дилан и Баран говорят о том, каким замечательным был вечер. Когда Хаджер направляет пистолет на Берфина, и Берфин говорит: «Пожалуйста, не делай этого, мама, я не позволю тебе забрать Умута», Хаджер говорит: «Кто ты такой, чтобы просить у тебя разрешения?» Берфин говорит, что вы нездоровы и ему лучше остаться здесь в такое время. Госпожа Хаджер говорит: «Должна ли я позволить ей расти с убийцами ее брата? Я не позволю ей расти с ними, я воспитаю ее». Когда Берфин говорит, что очевидно, как вы нас воспитали, госпожа Хаджер отвечает, что вы приехали в особняк сразу после того, как вышли из тюрьмы, я не позволю своему внуку расти как беженец. Берфин возражает, говоря: «Нет, этого не произойдет. Я не позволю тебе забрать Умута». Баран и Дилан хвалят друг друга. Берфин говорит: «Тогда я не позволю тебе отравить Умута, как моего брата. Если понадобится, я умру за это дело». Госпожа Хаджер: «Я же просила вас не вмешиваться в мои дела», а она приставляет пистолет к груди дочери и говорит ей, чтобы она убиралась. Берфин стоит перед ним, даже не моргнув. Когда Дилан и Баран сближаются, она говорит, что голодна как волк, и отпускает ее есть, и Баран подтверждает, что это правда. Берфин берет Умута из рук Хаджер и входит внутрь. Когда Дилан и Баран приходят к нему и видят его состояние, Дилан спрашивает, что случилось. Когда Акиф не пришел, я задался вопросом, что случилось, и Берфин сказал им, что моя мать здесь, на кухне. Когда он спрашивает, как, он говорит, что я не знаю, но он собирался похитить Умута, а я ему не позволил. Пока Акиф и Баран бегут на поиски, Берфин кричит, что у него есть пистолет. Баран вызывает охранников в кабинет и ругает их, а затем выгоняет из комнаты, говоря, что отныне он сожжет любого, кто что-либо с ними сделает. Они идут к девушкам с Акифом. Берфин плачет и говорит, что не может понять, почему ее мать направила на нее пистолет. К ним приходят Баран и Акиф и говорят, что раз он хочет Умута, то мы воспользуемся этой ситуацией и устроим ловушку, но это будет между нами четырьмя, и никто не узнает, и объясняют, как это произойдет. Когда Баран и Дилан приходят в их комнату, они говорят о том, как они пережили очень сложную ситуацию. Если бы Берфин не увидела их, возможно, она бы забрала Умута. Баран говорит, что эта женщина больше не сможет никого отравить, она также осознает, что подошла к концу своего пути. Когда Дилан говорит Берфину, как эта женщина может так себя вести. Из-за нее один из ее сыновей направил пистолет на свою дочь, лежащую на земле. Баран говорит: «ТСС, ладно, не думай больше об этом, давай иди спать». Дилан говорит: «Давай попробуем, но я не думаю, что смогу заснуть после всего». Дилан спал на плече Барана до утра. Дилан спал на плече Барана. Когда Дилан говорит, что ты не спал, Баран отвечает: «Я думал до утра, чтобы проверить, не упустил ли мы чего-нибудь в плане». Когда Дилан говорит, что ты, должно быть, продумал все до мельчайших деталей, Баран спрашивает, как я мог не подумать об этом. Та женщина украла нашего сына и пыталась убить тебя. Когда Дилан думает о том, что если и на этот раз что-то пойдет не так, Баран заставляет Дилана пообещать думать о хорошем. Когда Дилан говорит, что подумает об этом, но тебе следует быть осторожнее, Баран отвечает: «Я подумаю, я обещаю». Акиф рассказывает госпоже Айхан о том, что произошло вчера вечером, и предупреждает ее, что эта женщина очень опасна и что ей следует быть осторожнее. Женщины из племени Азади придут к женщинам из племени Айхан, и когда Акиф скажет, что они не знают об этих событиях, женщина из племени Айхан скажет: «Хорошо, сынок, никаких секретов от меня не будет раскрыто, этот вопрос закрыт». Когда Дилан и Баран идут в кино и пытаются выбрать фильм для просмотра, они начинают завидовать кинозвездам и рекомендуют другие фильмы. Хотя они и не признаются в приступах ревности, они оба напоминают друг другу, что делают, когда ревнуют. Дилан объясняет, что в то время я была беременной, и гормоны были видны на моем лице. Пока они спорят, приходит Миран и спрашивает, когда мы пойдем в школу.
Когда Дилан встает с кровати и говорит, что еще рано, но я тебя одену, Баран встает и говорит, дай мне тоже побриться. Азади Ханем ругает Кудрета, говоря, что он торопится и одет так, будто собирается просить руки девушки, и что он выглядит так, будто упал во флакон духов. Тугба объясняет, что она не может спать, потому что думает о том, стоит ли ей оставить мать и уехать учиться за границу. Госпожа Хасиби говорит, вам следует выйти на улицу и подышать воздухом, сегодня в особняке никого не будет. Тугба спрашивает, как ты думаешь, Кудрет Бей и Айхан Ханем похожи? Я видела, как они мило смотрели друг на друга. Когда Хасиби Ханем говорит, что это стыдно, Тугба говорит, что стыдного в любви к женщине. Что в этом плохого? Когда Баран выглядит так, будто спотыкается, Дилан оскорбляется, думая, что он продолжает спор. Когда Баран говорит, что он шутил, они сближаются. Когда Дилан говорит, что Миран не будет бодрствовать, Баран говорит, что запрет дверь, и они сближаются. Свободные дамы собираются и покидают особняк. Когда Дилан и Баран готовят Мирана и говорят ему, что он сегодня очень счастлив, Миран говорит, что Диларе очень понравился мой подарок, и теперь она все время разговаривает со мной. Когда Дилан говорит «давай, не опаздывай, не забудь принести свой ланчбокс с кухни», Миран отвечает «я не хочу, мы съедим тост с Диларой». Дилан предупреждает его не разговаривать с незнакомцами, так как братья в особняке сегодня высадят его, чтобы они могли узнать, где находится твоя школа. Когда Миран спрашивает о Диларе, Баран говорит, что с ней можно разговаривать и даже со всеми в школе. Баран, Дилан и Берфин хотят, чтобы Берфин позвонила своей матери, чтобы привести план в действие. Когда Берфин говорит Хаджер Ханем, «Я не могу пойти с тобой, у меня больше нет сил бежать, но я много думала прошлой ночью, место умута рядом с тобой», Хаджер Ханем говорит, «Ты не вчера, я этого не говорила, но когда ты это говоришь, Берфин ее убеждает». Когда Хаджер Ханем говорит, что, может быть, ты придешь ко мне позже, Берфин отвечает, нет, Акиф никогда этого не допустит, и Хаджер Ханем спрашивает, ты что, бросаешь свою мать ради мужчины? Берфин говорит, что я дам вам знать, когда привезу умута. Когда он кладет трубку, Дилан говорит, ты поступил правильно, мы не смогли спасти твоего брата, но мы спасем умута. Женщины племени Азади приходят к женщинам племени Айхан и говорят им, что Берфин очень красива и что она может отличить добро от зла, и что они будут очень счастливы. Когда Азади Ханем говорит, что если у тебя нет места в сердце, Баран говорит, давай устроим свадьбу в особняке. Что ты думаешь? Айхан Ханем говорит, что мы никогда не говорили об этом с Акифом раньше, но почему бы и нет? Кудрет Бей говорит, что чтобы вы не сказали, Акиф не расстроит вас и выслушает. Бараны приступают к осуществлению плана, и узнав, что Хасиби Ханем несет с собой какие-то слова, они сообщают ей об этом и делают вид, что покидают особняк. Хасиби немедленно звонит Хаджер и сообщает ей, что Баран и Акиф покинули особняк, а Берфин пошла с ними, чтобы отвезти умута на вакцинацию. Госпожа Хаджер говорит, что это все. Дилан пытается успокоить умута, но когда он не перестает плакать, она начинает петь ему колыбельную. Когда Дилан не может успокоить ребенка, Хасиби удивляется и тут же звонит, говоря, что они не забрали ребенка и не устроили ловушку для Хаджер, а когда она говорит, что они устроили ловушку для тебя, она спрашивает, кто находится в особняке. Когда Хасиби говорит, что есть только Дилан, Хаджер отвечает, ладно, хорошо, они попадутся в ловушку, которую для меня расставили, я сама разберусь со своими делами, ты сможешь снова меня впустить, когда я приду. Госпожа Хаджер молча поднимается по лестнице и, когда она входит в комнату умута, сталкивается с пистолетом, направленным на нее Бараном. Баран говорит, добро пожаловать, госпожа Хаджер, мы вас ждали. Когда Селин предлагает Ипек остаться с ней отныне, Ипек отвечает «нет», потому что скучает по отцу, а когда она спрашивает, знает ли она, что ей нравится, Селин отвечает, что ничего из этого не знает. Ипек говорит, ты меня совсем не знаешь, даже сестра Берфин знает, как сильно я люблю, и это мой дом, но если ты придешь, если дяди-судьи отдадут меня тебе, даже если я приду, я не буду. Я не буду называть тебя мамой, и уходит в свою комнату. Госпожа Айхан, вы никогда не были ему матерью. Акиф никогда ничего не оставлял несделанным. Вы его не знаете, а он вас не знает.
Например, знали ли вы, что ваша дочь выиграла золотую медаль в команде по тхэквондо? Ты не был с ней ни в хорошие времена, ни в плохие. Детское сердце не забывает, он не забыл, но когда я это сказал, Селин очень расстроилась. Берет свою сумку и уходит. Баран вызывает полицию, чтобы вернуть Хаджер и Хасиби. Хасиби Ханем сопротивляется и говорит: «Я ничего не делала, Хаджер Ханем заставила меня и угрожала мне, что я должна была сделать». Берфин, мать, плачет и обнимает Акифа, говоря: «Стоит ли это того, что ты сделал? Мы потеряли моего брата из-за твоего гнева, твоей обиды, твоей ненависти. Ты сказал «семья» и разрушил нашу семью. Теперь ты будешь заплати за то, что ты сделал в тюрьме, сам». Госпожа Хаджер говорит: «Сейчас вы смеетесь про себя, но последней посмеюсь я. Я отомщу вам всем за внука и сына». Этот инцидент еще больше разжег мой гнев. Затем он показал, как они составили план, и сказал, что Хасиби, его очень старая сотрудница, она определенно помогала ему, и сказал Дилану: «Ты сейчас же иди к ней, задержи ее, и мы решим этот вопрос». Акиф и Берфин видят его и идут за ним, затем зовут Барана и говорят ему, что они собираются войти в особняк. Когда Хаджер сажают в полицейскую машину, она кричит: «Вы думаете, что все кончено, да? Это не конец. Я вас всех сожгу». Берфин и Тугба опустошены, и все смотрят, как Хасиби и Хаджер уходят. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.